Всем привет еще раз, новая серия. Мы продолжаем наше путешествие по Европе. И традиционно мы проехали еще несколько часов, и теперь мы находимся по-прежнему в Швейцарии, но теперь в городе Монтрё, это другой конец Швейцарии. Город Монтрё известен давно. В России сюда приезжал Лев Толстой, сюда приезжал Достоевский. И здесь бывал Владимир Ильич Ленин. Его соратница-революционерка Мария Эссен так описывала пребывание Ленина в Монтрё. Цитата. «Мы отправились посмотреть горы и прибыли на кораблике в Монтрё. Побывали в мрачном Шильонском замке, так красочно описанном Байроном. Из мрачного склепа вышли и сразу ослепли от яркого солнца и буйной ликующей природы. Решили подняться на одну из снежных вершин. Ландшафт беспредельный, неописуемая игра красок. Смотрю на Владимира Ильича, он сидит крепко задумавшись, и вдруг как выпалит: а здорово гадят меньшевики!» Крепота. Не будем спорить с революционеркой. Женевское озеро прекрасно, горы чудесны, Шильонский замок великолепен. Но в Монтрё есть еще один объект, пусть и опосредованно, но связанный с вождем коммунизма Владимиром Ильичем Лениным. Ленинские места продолжаются. Ну, конечно, не совсем ленинские, но коммунистические. Потому что нас интересует вот этот вот дом и конкретно подъезд, ближайший к нам. Здесь находится квартира, которая принадлежит Аскеру Бифову. Это сын депутата Государственной Думы Анатолия Бифова от фракции КПРФ. Но при этом Аскер сам тоже чиновником поработал. Он работал замминистра финансов Кабардино-Балкарской республики и заместителем главы администрации города Баксан, где раньше его отец возглавлял город. Отец же отличился в Госдуме тем, что за 10 лет, пока он был депутатом, он не выступал ни одного раза. Ну, в общем, не мудрено. Я так понимаю, что он просто здесь тусовался. Но, возможно, у него еще будет 5 лет впереди будет для еще того, 5 чтобы лет. Может еще быть, не он выступить. Выступит еще, да. Кабардино-Балкария – маленькая и очень небогатая Кавказская республика. А город Баксан, откуда родом клан Бифовых, всего раза в 1,5 больше Монтрё – 38 тысяч человек. Богатство семьи Бифовых объясняется просто. До того, как стать депутатом, Анатолий Бифов был водочным королем региона. Ему принадлежали многочисленные заводы по производству алкоголя. Став депутатом, Бифов формально продал бизнес своим партнерам. У Анатолия Бифова есть докторская диссертация. Как выяснил Диссернет, она почти полностью скопирована с чужой научной работы. Там поменяли только название региона – с Северной Осетии на Кабардино-Балкарскую республику. Квартира Бифовых в Монтрё – 162 квадратных метра. Примерно такие же стоят сейчас 1 миллион 200 тысяч швейцарских франков или 94 миллиона рублей. Осмотрев владения магната из Кабардино-Балкарии в Монтрё, мы отправляемся на другую сторону озера, в Женеву. Там тоже есть чем полюбоваться. Вчера мы были в Монтрё, это на берегу Женевского озера, но мы поехали дальше вдоль озера и приехали, собственно, в Женеву.
Женева – это один из мировых финансовых центров, в котором круассан стоит 6 евро. Но кроме финансового центра здесь достаточно много недвижимости российских чиновников и олигархов. Например, прямо за нами на холме находится дом Геннадия Тимченко, в котором он, правда, не живет, из-за санкций, видимо. По соседству находится дом его дочери. Где-то ближе к Женеве дом Георгия Голухова. Это бывший руководитель департамента здравоохранения города Москвы. Ну и если поехать по берегу вот в ту сторону, то мы проедем мимо бывшего дома, который принадлежал сыну генпрокурора Чайки, бывшего генпрокурора Чайки. Пару лет назад Scanner Project делали большой путеводитель по Женеве и по недвижимости чиновников и связанных с ним лиц и родственников. А сейчас мы приехали посмотреть на две виллы сенаторов, действующего сенатора и бывшего сенатора. И первый объект – это дом, который принадлежит Марине Рыжковой. Это дочь сенатора, действующего сенатора, который представляет Белгородскую область с 2003 года, Николая Рыжкова. Николай Рыжков с 2012 года не разработал ни одного законопроекта. При этом его зарплата увеличилась за это время в 2 раза. Но Рыжков очень непростой сенатор. Во-первых, он один из старейших российских политиков. Во-вторых, бывший и последний председатель Совета министров СССР, то есть когда-то был премьер-министром Советского Союза. В те годы такого отставника называли бы пенсионером союзного значения, был такой термин. То есть Совет Федерации для него – почетная пенсия. Сейчас Николая Рыжкова 92 года, и у его дочери, есть дом в Женеве. Кстати, вот сенатор Рыжков в эфире официозной передачи делится жизненной мудростью. Я бы ни в коем случае не хаял бы свою страну. Ни в коем случае. Я и сейчас не понимаю, кто живет у нас, зарабатывает огромнейшие деньги, миллиарды, значит, живет в роскоши и в то же время критикует страну, в которой он находится. Ну что, не нравится тебе? Уезжай. Сам дом площадью 250 квадратных метров. У него есть участок 16 соток. И находится он на склоне горы с прекрасным видом на Женевское озеро. С прекрасным видом на Женевское озеро и на грядки, наверное, на 16 соток с редиской. Не знаю, что он там выращивает. Миша сейчас расскажет про еще одну виллу, но надо пояснить, почему мы сидим на лавочке, а не стоим, собственно, перед виллой. Но дело в том, что вот эти вот районы, где находятся виллы, там достаточно сложно не только снимать, там даже остановиться иногда негде, потому что ты можешь только заехать на виллу, и, соответственно, наши записи мешали бы движению. Вот. Жители этого района имеют максимальную приватность и скрыты от глаз проезжающих машин. Проезжающих журналистов. Так. Вилла принадлежит Ришату Сафину. Это родной брат бывшего уже сенатора, члена Совета Федерации Ралифа Сафина. Ралиф Сафин был сенатором с 2002 по 2014 год, естественно, от партии «Единая Россия». До этого он был первым вице-президентом компании «Лукойл», но большинству жителей в России он, наверное, будет известен, потому что он является отцом популярной в свое время певицы Алсу. Алсу из «Единой России». И когда именно Алсу была популярна, то отец даже ее записал в партию «Единая Россия». Брат владеет домом, довольно большой дом, больше 700 квадратных метров. Есть подземный гараж на 100 квадратов, участок в гектар. Дом был куплен в 2005 году, и если переводить на рубли, его стоимость примерно 1,5 миллиарда рублей. Такой дом очень сложно убирать, потому что он большой. И недавно была история, что швейцарская прокуратура возбудила
видимо, административное или уголовное дело. Да, уголовное дело по поводу нарушения трудового законодательства. Дело в том, что Сафины для уборки виллы нанимали рабочих, да, работников из России, отбирали у них загранпаспорта в случае, если те жаловались на низкую оплату труда. А платили они меньше, чем они должны были платить по швейцарскому законодательству. На круассаны могло не хватить. Могло не хватить на круассаны. Но в итоге Сафины отделались штрафом в 20 с лишним миллионов рублей и были обязаны выплатить работникам недостающую сумму, чтобы их зарплата соответствовала швейцарским минимальным требованиям. Немного географии. Вилла пенсионера союзного значения Николая Рыжкова тут, в восточном пригороде Женевы, Колоньи. Вилла Сафиных еще дальше от центра, в поселочке Весенас. Соседом Сафиных является известный украинский олигарх Ринат Ахметов. На этом берегу озера находится дом и другого олигарха из Украины, Игоря Коломойского. Дом записан на сестру. Тут же семья Геннадия Тимченко, который сделал свое состояние на перепродаже российской нефти и на личной дружбе с Владимиром Путиным. Дом бывшей супруги владельца Уралкалия, Рыболовлева, и дом его конкурента, другого производителя удобрений Вячеслава Кантора. А еще дом дочери бывшего президента Казахстана Динары Назарбаевой и дом дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Дом молдавского олигарха Владимира Плохотнюка тоже в этой части Женевского озера. А мы движемся от центра Женевы в спальный район, к родственникам очень важного чиновника, а теперь уже и политика. Последний наш объект в Женеве находится не совсем в центре, а в спальном Женевском районе. Но этот район совсем не похож на Чертаново, да, и, в общем, дом, который нас интересует, не похож на Брежневскую панельку. Но в этом доме есть квартира, которая принадлежит Семену Винокурову. Это родственник министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кстати, он недавно приезжал сюда вместе с Путиным на переговоры с Байденом, президентом США, которые происходили в Женеве. Да, но не в этом доме. Может быть, он, конечно, навестил свою дочь и зятя. Свата. Свата, да, дочь свата, но переговоры проходили, конечно... На вилле Лагранж. Квартира в этом доме принадлежит Семену Винокурову, отцу зятя Лаврова. Это крупный бизнесмен, он президент и акционер компании «Марафон», совладелец сети супермаркетов «Магнит». Его компания «Бентус Лаборатории» – крупнейший в России производитель антисептиков, очень актуальный бизнес во время пандемии ковида. Его компания также владеет сетью KFC в России. Квартира площадью 100 квадратных метров в этой резиденции с охраной, подземным паркингом и отделанным дорогим камнем крыльцом обойдется в 1 миллион швейцарских франков или 79 миллионов рублей. Министр Сергей Лавров этим летом вошел в предвыборную тройку «Единой России» и как политик написал статью, полную описание ужасов, творящихся на Западе. Например, он рассказывал, что детей вот тут, в загранице России, убеждают в бисексуальности Иисуса Христа. А здесь находится соседний дом, на котором в тени видны радужный флаг. При этом Сергей Лавров возглавляет список «Единой России» на выборах в Госдуму, но вряд ли он после десятилетий министерства своего отправится быть рядовым депутатом. И он является в данном случае классическим паровозом для того, чтобы никому неизвестных людей протащить в Государственную Думу и посадить их в кресло депутата. Такие дела. И напоследок мы покажем вам дом, который вы, вероятно, уже видели пару-тройку лет назад. Но с этим объектом произошла важная история. Пока мы были в Женеве, я упомянул, что недалеко находится дом, который принадлежал сыну бывшего генпрокурора.
генпрокурор «Чайки». Вот этот дом находится у нас за спиной, милый белый коттедж, но сейчас в нем живут другие люди. В 2015 году вышел фильм про коррупцию и про коррупцию семьи Чайки, их криминальную деятельность. И вскоре после выхода этого фильма Артем Чайка, сын Юрия Чайки, этот дом продал. Я, в общем, очень надеюсь, что однажды все коррупционеры, которые инвестировали криминальные деньги на Западе, с ними наступит то же самое. Они будут вынуждены продать свою недвижимость и уехать обратно в Россию. В общем-то, расследования работают. Может быть, не всегда, может быть, это требует нескольких лет, но они работают. А еще лучше, если эти деньги будут возвращены в бюджет Российской Федерации, потому что это деньги, которые были украдены у российского народа. У граждан. Это был Евротур. Мы проехали Чехию, Австрию, Швейцарию. Посмотрели дома разных депутатов, сенаторов, посмотрели, что находится вокруг этих домов, в каких местах они живут и почему они здесь оказались. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, мы и дальше будем выпускать подобные видео. Видео. Да, проехали мы действительно много. Мы еще, Миш, ты забыл, мы проехали еще кусочек Франции, но, правда, совсем чуть-чуть. Пока.